Жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно, неосознанно, нечаянно. И слушали тихий океан, и видели города, и верили в вечную любовь, и думали нам всегда жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно, неосознанно, нечаянно. Запутались в полной темноте, включили свои огни, обрушились небом в комнате, остались совсем одни. Жить в твоей голове и любить тебя неосознанно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно, неосознанно, нечаянно. Сергей Юрьевич, я опять увидел ваши такие добрые аплодисменты. Вы когда-нибудь слышали эту песню? Знаете, кто ее написал? Нет. Это Земфира. Вот, и маленькая девочка исполнила эту песню. Как вам песня, как вам исполнение и ваша оценка? Я вообще мечтал бы, чтобы она это написала еще эту песню. Мне кажется, что она могла бы написать такую песню. Я чувствую оригинальность в исполнении. Это не подражание кому-то, а это в соответствии со своим возрастом, со своим голосом, со своей любовью к музыке. Я встаю из уважения к вам. Молодцы. Но именно кланяясь вам, надеясь на вас, я боюсь за то, что, скажем, на следующем туре от вас потребуют другую песню спеть или сочинить самой, чего вы сегодня не предъявили. Не надо торопиться. Вот вы и случились на большой сцене. Вот вы и случились на большом экране. Началось. И пусть это не будет бегом, пусть это будет нормальный рост. Пожалуйста, не испугайся звука этой красной лампы. Это не закрытие дороги, а это, наоборот, поклон и лучшие пожелания. Что касается меня, то мне кажется, что музыкальное воспитание может быть с молодых ногтей.
как мне кажется, в любом качестве. Но я согласен и с вашей точкой зрения бесспорно. Владимир Владимирович, что скажете вы по этому поводу? Изменилась ли ваша точка зрения по поводу детей на сцене? Нет, конечно, не изменилось. Это же не то, что я только вчера об этом подумал. Я еще раз и говорю, что я считаю, что очень часто это родительское тщеславие. Родители хотят, чтобы эти дети вышли, и потом они ими могли бы хвалиться, и зачастую это потом наносит рану ребенку, который совершенно по-другому реагирует на то, что он не прошел или не стал первым. Но это другой разговор. Вообще я это слушал и переживал, честно говоря. Ну вот 8 лет человеку поет песню, которую написал не 8-летний человек, и который очень сильно, очевидно, переживал то, что он писал. По крайней мере, я так воспринимаю. Выбрали, Виктория, вам мама не посоветовала. нужно плакать. Или Во-первых, папа. все хорошо. Во-вторых, ты сама выбрала песню или нет? Или кто тебе посоветовал? Ну, Да-да, мы слушаем тебя. пела-то я ее год назад, по-моему. И я ее тогда выбрала с родителями. Она просто мне понравилась. О чем песня? Расскажи нам, пожалуйста. Как ты думаешь? Я это пою песню о том, что если ты любишь человека, то не надо его обижать. Ну вот это как раз то, о чем я говорю. Вот это происходит прямо сейчас. Ну, в жизни по-разному бывает. И мне, например, первые слова родителей о том, что это хочет она, сразу же, ну, как бы зашли ко мне в голову, потому что это ее решение. Пусть и в 8-летнем возрасте выйти на эту сцену, говорит, мне нравится, я хочу туда идти. Я сама выбрала эту песню. И ну, я еще эту песню очень сильно люблю. Думал, когда это все началась песня, честно, у меня были такие мысли, что, ну, конечно, это, конечно, ход. Взять взрослую песню, ребенок поет, в очочках, красивый, талантливый, и, ну, да, все пройдет. И ни хрена не понимает, о чем он поет. Но сама эта песня показывает великий, наверное, талант этого ребенка. Она в свои 8 лет может быть взрослее нас всех. Ну, по крайней мере, Поэтому искренне. это сложная песня, которую она исполнила так, что я понимаю, о чем она поет. И что она сама понимает, о чем она поет. В общем, я голосую за, я хочу видеть этого ребенка еще раз здесь. Рената, вы снимались в клипе на эту песню. У вас, наверное, более глубокие представления о ней. Что вы скажете? Ну, я вот лично поклонница таланта Земфиры. А вы знаете ее другие песни? Виктория? Виктория. Не Не знаешь? знаете? Ну, ты слушала много песен? Просто, наверное, не все знаешь наизусть. Нет, не я знаю. только эту Эту? слушала. Ну, она тебе очень понравилась, да? Понятно. Вот такой будет наш вам ответ. Ну, какое-то странное положение. Ну, Не знаю. щекотливое положение. Нам с вами надо проголосовать, так или иначе. Дурацкое какое-то. Так что ladies first, как говорят, да? То есть, как бы, я внутренне протестую против вот такого. Как, Ну, неужели нет примеров, когда дети с детства выходят на сцену и потом становятся гениальными профессиональными артистами? Да, есть, но Так уже это же тогда не Ну, понятно. откуда мы не Это знаем, что это передача. не тот Не-не-не, случай, что это это вот эти- подтолкнет человека, наоборот, дальше, вот за этим Эти чувством? дети, о которых вы говорите, уже когда они выходят на сцену, уже понятно, что они великие. С детства. Вот есть Вот в нашей- выходят, и это и есть вундеркинд. Это такое есть, это редко бывает, Если бы но из- это есть. из детства не выпускали на сцену, у нас не было бы таких людей, как Децл и Басков. Неверно. Нашу кладезь
Ну, Рената, Ну, голосуйте. какой-то это запрещенный ход. Я вот протестую. Вы меня извините. Вы хорошая девочка. Джеки Куган все-таки был не хуже Чаплина. Жестокая женщина, вы жестокая, вы очаровательны. Ну вот Снежная королева. Виктория страшно нравится. Просто вот совершенно прелестная девочка. У вас доброе, Прелестная. нежное сердце. Владимир Да Владимирович. нет, у меня сердце, может, и не особо доброе, но она на самом деле прелестная совершенно девочка. Я представляю, как она сейчас стоит и слушает вот этот вот нас. Я бы вообще плюнул, развернулся бы, ушел. Но И плачет. Вот да, и зачем человек вот плачет, это, черт его знает. себя приговаривать к я такому? прямо, ну вот этих людей, которые ее вот так вот выставили, я бы вообще с ними поговорил. В общем так, я не буду голосовать против, Спасибо. хотя надо бы, Виктория, но пускай монета решает. все зависит от тебя. Причем не имеет значения, пройдешь ты дальше или нет. Но теперь уже решает не жюри, а ты, вот тебе монетка. Если она упадет белой стороной кверху, ты в проекте. Попробуй. Кверху, ты в проекте. Попробуй. Бросай. Есть! Ура! Поблагодари жюри, скажи спасибо им большое. Спасибо. Ты в проекте. Прошу. Спасибо, Владимир Владимирович. Я просто хотела пройти дальше, но... Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно, Почему ты неосознанно. сейчас не сидишь, не улыбаешься, не радостная? Ты ведь прошла дальше, да? Из-за монетки. Запутались в полной темноте. Ключи